Возьмите ручку между средним и безымянным пальцем верхними фалангами. Взять нужно чуть выше середины, поэтому длинная часть ручки находится внизу. Это начальная позиция трюка. Следующий шаг. Учимся задавать инерцию ручки движением рукой. Для этого сделайте небольшое движение рукой сначала вперед, затем назад. Благодаря этому ручка раскачается. Важно, чтобы ручка легко качалась между пальцев. Для этого они должны быть расслабленными. Следующий шаг. Учимся выбрасывать ручку. Когда вы делаете движение рукой вперед, ручка идет по инерции вперед, затем также назад. В тот момент, когда ручка возвращается назад, толкните ее безымянным пальцем. Для этого просто его согните. Ручка вылетает из слота. Следующий этап. Учимся закручивать ручку вокруг среднего пальца. Для этого вам нужно научиться делать толчок по вертикальной траектории. Когда ручка только начинает закручиваться вокруг среднего пальца, в этот момент поднимите остальные пальцы. Последний этап. Учимся ловить ручку. Когда ручка сделала практически полный оборот вокруг среднего пальца, опустите безымянный палец. Благодаря этому ручка остановится. Трюк готов. Несколько советов. Для более удобного оборота ручка должна идти по вертикальной траектории. Также можно согнуть указательный палец. Благодаря этому ручке ничего не будет мешать вращаться. На этом все. Удачи в изучении!